Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность, и с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Накануне солнечного затмения я хочу помочь вам разобраться в вопросах выбора пути, потому что все мы загадываем желания, закрываем двери в прошлое, все знаете хорошо, что на солнечное затмение формируется наша судьба на ближайшие 18,5 лет. Не хочется упускать этот момент, согласитесь, очень благоприятное время для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и начать новый виток, новый этап своего развития. Давайте представим себе, что перед вами развилка. Вы подошли к определенной точке бифуркации, то есть у вас есть выбор. Выбор есть. И сегодня у вас 3 выбора. Первая, вторая, третья позиция. Вы можете загадать какую-то ситуацию и посмотреть, как она будет развиваться в том, другом или третьем случае. Вы можете загадать 3 разные ситуации. Если у вас есть 3 жизненные какие-то темы, сценария, которые вы хотели бы просмотреть. Надеюсь, я понятно объяснила. Благодарю вас за подписки, за лайки, благодарю вас за комментарии. Вы меня всегда очень поддерживаете, мои дорогие. Рада своим завсегдатаям сейчас. Приветствую вас, мои родные. Давайте начнем. Ну и если этого времени было достаточно, очень хорошо. Если кто-то выбирает первую позицию, напишите, пожалуйста, в чате цифру 1, для того, чтобы был более тесный контакт и мое видео было более адресно для вас. Кто смотрит в записи, настраивайтесь, открывайтесь. Полетели. Итак, первая позиция, дорогие мои друзья. Давайте начнем. И я хочу начать с рун, потому что руны открывают каналы, порталы, открывают все двери, все пути дороги. Это такая очень мощная энергетика. Итак, сигнификатор вашей ситуации. Где вы сейчас находитесь? Что с вами происходит? Подумайте о ситуации, о которой вы хотите расспросить подробнее. Очень хорошо, смотрите. Вы находитесь в очень благоприятном времени и месте для того, чтобы реализовать желаемое. Слушайте свою интуицию, слушайте свое сердце, вы на правильном пути. То есть для вашей ситуации, которую вы загадали, дорожка открыта. Все зависит от вас, от того, насколько вы будете настроены на поток. Будьте гибкими, кстати. Если вам судьба преподносит немножечко, знаете, постоянные какие-то могут быть здесь вводные, да, текущие вводные моменты, вы должны спокойно и гибко принимать их. То есть здесь нельзя рубить с плеча, здесь надо подстраиваться под поток событий. Вам могут преподнести то, что вы просите, немножечко иначе, чем вы думаете, да, под другим каким-то соусом, будем так говорить, и вы должны суметь это принять. Это очень важно. Так, что необходимо осознать прямо сейчас, чтобы эта ситуация реализовалась в вашей жизни? Осознанность – это наше все. Ну все, уже пора бояться, пора идти вперед. Смотрите, у вас самое главное, вы должны понять, что как бы страшно ни было, вы закончили определенный трудный участок вашего пути, и начинается новый. Вот это нужно осознать. Старший аркан Луна, идите в свои страхи.
Ничего не бойтесь, просто будущее для вас сейчас туманно. Вам действительно приходится идти на ощупь. У вас как бы двери в старое полностью закрыты, путь отрезан, то есть вы назад вернуться не можете, в былое дороги нет, даже если бы вы очень хотели. Осознайте это. Поэтому смысла бояться вам никакого нет. Ну и не забывайте, что все страхи вами надуманы. Это все программы, работающие по умолчанию. Разбирайтесь с кармой матери. Прекрасное время сейчас по лунному затмению, по солнечному затмению. Аркан Луна, кстати, видите? Отпускать прошлое, завершать незакрытые гештальты. Пожалуйста, приходите ко мне, будем завершать. Здесь детская программа, материнская программа. Ну, есть над чем работать. Здесь больше осознайтесь, пожалуйста, по материнской карме, по женскому своему аспекту, по детству. Так, не знаю, что вы загадали, какой здесь выбор, но тут явно женская энергетика. И Лагус – это женская энергетика, это вода, да, и здесь Луна, вода, то есть вы что-то выбираете, и вам страшно отправляться в новое, в неизведанное. Ну, просто вам надо осознаться. Так, идем дальше. За что нужно поблагодарить? За что поблагодарить судьбу? Это очень важно. За что нужно поблагодарить? Высшие силы, ваших учителей. За что нужно поблагодарить? Карта доверия. Но вот смотрите, вы все-таки видите, учитесь. Вы учитесь в доверии и на интуиции жить. Здесь у людей пробуждается очень глубокая интуиция. Я не удивлюсь, если у вас пробуждается третий глаз, сверхспособности. То есть у вас по верховной жрице вы идете по материнскому каналу с какими-то очень серьезными программами, вас ведут. Поблагодарите по верховной жрице, это сила рода. В роду были женщины очень мощные, ведающие, знающие. Поблагодарите свой род, поблагодарите и проявите доверие, открытость ко всему, что вам дает. Поблагодарите за то, что вы умеете теперь жить в доверии и испытывать доверие, и слушать свою интуицию. Вы научились этому. Благодаря сложному опыту, трудному опыту, двери в которые вот сейчас уже закрыты. Вы туда вернуться не можете. Ну и хорошо. Эта страница уже в прошлом. Что нужно отпустить? Давайте рунами мы отсечем. Руны хорошо отсекают. Они как открывают, дороги, так и отсекают. Что нужно отпустить навсегда? Отказаться от этого навеки. Что нужно отпустить? Вышла руна рода, опять-таки, смотрите, у вас есть родовая карма. Если вы не работали, мне кажется, здесь люди работали с родовыми программами, с родовой кармой. Закрывайте, то есть у вас в роду есть определенные программы, которые нужно закрыть. Вот я вижу здесь материнскую линию, женский аспект больше всего. Работаем с родом, отпускаем. Значит, смотрите, еще по-прежнему говорю. Сила рода, медитация, берите у меня. Я даю доступ по ссылке тому, кто просит, кто пишет в личку. И у меня есть лекция «Сила рода», которую я прочла в Грузии на месте силы. Очень важная тема. Берите, я даю вам доступ по ссылке, когда вы просите. Вот здесь вам это очень важно. То есть, если вы загадали какую-то тему, выбор пути по Лагус, все открывается, все идет, вы на правильном пути. Только работайте с родом и закрывайте страхи. Только доверие, только полное доверие и интуиция. Настраивайтесь на это.
Что необходимо принять? Принять свою жизнь. Чему нужно открыться? Перемены. По колеснице перемены идут в вашу жизнь. Возможно, переезд, возможно, обучение, возможно, к вам стремительно врывается в жизнь какой-то мужчина. Сейчас посмотрим, что нужно принять. Стремительные изменения в вашей жизни скоро произойдут. Вот прямо после этого затмения готовьтесь к глобальным переменам. Это может быть у каждого все, что угодно. Я немножко хочу раскрыть. Здесь по семерке, знаете, очень мощная энергия. Тут только держись. Карта лени. И ничто. В прошлом останется ваша заторможенность и какая-то неопределенность. Она будет разбита просто теми событиями, которые ворвутся в вашу жизнь. По карте ничто, это может быть все, что угодно, но ваша зона комфорта будет очень сильно потревожена. И вас предупреждают, это необходимо принять. Если вы хотите вот загаданное, чтобы сбылось, значит, будьте в потоке, принимайте это все. У вас работа со страхами, идите в страхи. Вам предлагают что-то совершить, поехать, выступить на людях, не знаю, то, что вы чего-то не делали раньше, никогда, чувствуете себя неуверенно, берите в руки свою судьбу и делайте все сами. От вас здесь зависит все. Примите, кстати, ответственность на себя. К чему вас готовят высшие силы? Давайте я тоже возьму руну, потому что хочется канал открыть. Еще. К чему же все эти перемены? К чему вас готовят высшие силы? У вас новый путь, видите, Хагавас, то есть стихия, мощное изменение судьбы. Вы переходите на другую линию жизни. Дорогие друзья, еще раз говорю, моделирование реальности – это то, чем я занимаюсь последние 5 лет. Приходите, очень важно осознанно входить в такие перемены, понимаете? Потому что смотрите, что происходит. Энергию вам дают по Хагавас, да? Но ею нужно уметь управлять. Она может вылиться во что угодно. Главное, чтобы вы ее направили. Вам говорят, мы тебе даем энергию, но делать будешь ты. А что делать и как делать, вы должны четкий иметь план. По 7-му аркану вы капитан, вы рулевой, и у вас есть четкий план. Если он у вас есть, молодцы. Если нет, стройте этот план, выстраивайте. Давайте раскроем, к чему готовят высшие силы. Ну, здесь мощно. Вас готовят, конечно. Тут сверхспособности открываются. Тут жизнь меняется кардинальнейшим образом. Ну, переезд. Вполне возможно, что вы покинете насиженное место, и вам очень... Ну, башня. Дорогие мои друзья, здесь у вас начинается застой позади. Здесь только держись. Здесь, значит, отпускаем прошлое, и у вас вы покидаете насиженное место. Не бойтесь этой башни. Башня в перевернутом виде говорит всего лишь о том, что вы отправляетесь в путь. Вы покидаете насиженное место. Здесь как хотите, здесь все говорит о переезде. Причем, что интересно, вы это все делаете сами. Вас какая-то сила просто поднимает с места, понимаете? Вас какая-то сила поднимает с места, видите? Вы все делаете сами. Совет, духовный совет Ошу Дзен Таро, пожалуйста, дайте нам высшие силы, духовный совет. Очень интересный расклад у первой позиции.
Духовный совет. Все держите под контролем. У вас должен быть план. Помните этот мультфильм? Есть ли у вас план, мистер Фикс, да, по-моему? План. У вас на все есть, должен быть план. А если не работает этот план, то должен сработать какой-то еще план. А если не работает этот, то третий план. У вас на все должен быть план, и вы должны четко знать, чего вы хотите. Значит, смотрите, доосознавайтесь и слушайте свою интуицию. То есть, что это значит контроль? Выводите на сознание, на осознанность ваши смутные, интуитивные, да, такие ощущения. То есть выводите их на осознание, потому что вам действовать придется четко. Да, вы как бы на базе интуиции строите свои действия, но действия и план у вас должен быть ментальный и четкий. И совет. Включайте внутреннего мастера, внутреннего учителя. Если у вас есть связь со своим учителем, со своим мастером, держите связь. Советуйтесь с мудрецами. Если у вас есть доверенное лицо, знакомый таролог, астролог, кому вы доверяете, обращайтесь за советом. То есть потому что у вас настолько быстро меняться будет жизненный сценарий, если вы хотите, чтобы вот у вас осуществилось данное направление жизни, по лагус все будет стремительно, вы будете в потоке, относитесь ко всему легко, но руль держите жестко и твердо, чтобы вашу колесницу не занесло. Становитесь мастером и держите связь со своим духовным центром. Надеюсь, я вам помогла. Первая позиция у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и обращайтесь за личными консультациями. Будем писать новую судьбу, новый сценарий, план реализации. Это все очень важно. Здесь вам нужно писать, прописывать, знать все четко. Вторая позиция. Так, вторая позиция. Пожалуйста, приготовьтесь, подумайте о том пути, о той дороге, да, которую вы для себя выбрали, о том жизненном сценарии, который вы выбрали, и хотите о нем узнать побольше. Может быть, вы еще сомневаетесь в чем-то. Сейчас будем раскрывать. Для того, чтобы получить информацию четкую, доверьтесь пространству, расслабьтесь, откройтесь и слушайте только мой голос. Подумайте о втором, о вашей ситуации, о том, где вы сейчас находитесь. Я беру руну, чтобы считать, где вы сейчас находитесь, в какой точке пространства, какая энергия управляет этим пространством и этой зоной. И это руна Дагас. Ну что ж, вы в точке бифуркации, вы уже в начале пути. То, что вы задумали, это самое начало и имеет прекрасные основания быть продолженным и принести прекрасные плоды. Цикл большой позади, впереди у вас новый, и у вас достаточно знаний и опыта, чтобы заняться тем, что вы задумали. То есть вы в этой области, скорее всего, профессионал. Даже если вы что-то хотите новое, то это вы будете делать на базе чего-то старого, опираясь на свой старый опыт. И здесь у вас прекрасные перспективы. Начало, Дагас, рассвет, солнечная, тоже огненная энергия, трансформационная. Но здесь приготовьтесь к тому, что здесь надо играть в долгую. Да? Что необходимо осознать прямо сейчас, перед тем, как отправиться в путь по выбранному пути. Что нужно осознать прямо сейчас?
Смотрите, вы просто должны понять, что всему свое время. Здесь не нужно торопиться. Вот то, что я сказала, что нужно осознать прямо сейчас. Самое главное, у вас, вы человек такой порывистый. Вот пока вам интересно, вы это делаете. Все, не, допустим, можете перегореть, понимаете? У вас такая энергия легкая, воздушная. А здесь вам говорят: поспокойней, поспокойней, все будет хорошо, только наберись терпения, наберись времени и находись в балансе. Осознайте, пожалуйста, что здесь вы должны вот в ритмике находиться, знаете, вот определенной, вот здесь мне показывают, настройтесь на волну вот этого аркана справедливость. И знаете, осознайте, что вот что посеешь, то и пожнешь, здесь все будет по справедливости, здесь от вас потребуется терпение, стойкость, умение дожидаться своего, где-то перебарывать ситуацию, спокойствие, терпение, осознанность. Здесь вообще вы выбрали для себя какое-то дело, вот очень важное по судьбе. И я думаю, что вы уже достаточно осознанные по Дагас и по справедливости. Я вижу, что ну вот вы долго подходили к вот этой точке, понимаете? Вы уже и так долго шли и очень медленно. Вам говорят: вот так и продолжай, в том же духе, ты на правильном пути, давай поспокойнее, без всяких рывков. Если что-то не получается, не психуй. Это твой путь, ты все равно добьешься победы, потому что здесь Дагас, здесь рассвет. Здесь все хорошо. У вас очень правильно выбрано направление. Только психоэмоциональную сферу успокойте свою. Уж больно вы хотите, знаете, вот получить результат. Все будет, всему свое время, говорят вам. Осознайте это. За что стоит поблагодарить пространство? Тем более, что здесь вам есть за что поблагодарить. Здесь какая-то серьезная тема. Очень. За что вам нужно поблагодарить? Пространство, высшие силы. За умение побеждать, за умение падать, подниматься и вставать заново. То есть вы приобрели здесь, вот, кстати, дух такой вот, не сдаваться. Не сдаваться, понимаете? Вот почему у вас выходит рыцарь мечей. Но сейчас вам нужно, понимаете, вы вошли в фазу, когда вот такие прорывные действия просто больше не нужны. То есть вы вошли в зону перехода, в зону бифуркации, там, где нужно больше доверия пространству и доверия высшим силам. Там, где от силы ваших мускулов уже не так много зависит. Вы очень много работали, чтобы попасть в эту точку. Понимаете? И это было к месту, и так и должно было быть. Но уже не находясь вот в Дагазе, вот в этой нулевой зоне, да, в переходной, здесь нужно довериться. Здесь вас ведут, то есть по аркану справедливость видно, что у вас четко курируют вас, у вас все хорошо, вы научились обнуляться, вы научились как бы восставать из пепла, обновляться. Вот за это поблагодарите, что у вас несгибаемый дух, что вы человек, который никогда не сдается. Что необходимо отпустить? Возьмем руну, потому что руны, они отсекают ненужные ситуации. Приготовьтесь что-то отпустить. Приготовьтесь расстаться с чем-то. То, что было вам, возможно, очень дорого, а сейчас уже не нужно. Что необходимо отпустить? И здесь опять Атила отдал хозяин в доме. Смотрите, опять руна рода, работа с кармой рода. Хотите плоды, хотите урожай в этой ситуации, работа с родом. Отпускаем карму рода. Работаем с кармическими программами. Понимаете, солнечное затмение – это такая зона, когда кармические узлы наши меняют знак.
Есть возможность переписать жизненный сценарий, я знаю, как это сделать, вы можете обратиться ко мне, то есть я смотрю, я строю астрологическую карту на вас, смотрю, как у вас расположены кармические узлы, смотрю, как они меняют знак, какая программа сейчас идет, и ее можно переписать. То есть, ну, это уже технология. Обращайтесь, потому что программа это на долгое время. Она, если сейчас понимаете, она идет по цепочке ДНК, она работает в тихом режиме. Это программа, буквально передающаяся через кровь. Понимаете? И вот эти программы, их нужно менять, их нужно перезаписывать. У каждого это будут какие-то свои программы, но они мощные, родовые, работают в тихом режиме. Поэтому работаем с родом. Сила рода медитация, повторяю, у меня доступ по ссылке. И сила рода лекция. Берем у меня доступ и, пожалуйста, я вам пришлю только по вашему желанию, если вы напишите в комментариях лично. Что необходимо принять? Что необходимо принять? Давайте возьмем так. Так, смотрите, у вас могут произойти перемены в личной жизни. Все будет наоборот. То есть, если вы сейчас в семье, в браке, то будут какие-то перемены, не обязательно развод, здесь я развода не вижу, но то, что у вас отношения будут выходить на другой уровень, и это будут, ну, совершенно другая семья по итогу. Здесь ваша роль в семье меняется, соответственно, у вас будут меняться, ну, концептуально меняться будут взаимоотношения с партнером. Ваша сексуальность меняется, раскрываться будет ваша внутренняя сила. Здесь нужно работать с женским аспектом, с сексуальностью, с каналом Земли. Вот здесь сила рода поможет, потому что у вас аркан сила, понимаете, в перевернутом положении. Вам необходимо принять свою силу, а она сейчас пока что, и вот она идет по роду. Да, здесь опять. Во второй позиции, друзья, работаем с родом. Нижние две чакры. Опчик и половой центр. Опчик отвечает за связь с родом, половой центр привлекает партнера в жизнь. Если вы, допустим, не замужем, не женаты, у вас изменение статуса, у вас может появиться семья. Но только после проработки второго центра вы должны включить свою женскую силу. Но опять-таки работа с родом. Принимайте эту силу. Кто-то избегает каких-то, сам себя боится, знаете. У вас есть таланты, допустим, по роду, у вас есть какие-то дары по роду, которые вы боитесь принять. Вам кажется, что они сильно изменят вашу жизнь и пострадает семья. Вот тоже еще такой вариант. Когда женщина, например, здесь больше женской энергии, боится принять по роду какие-то дары, таланты. Ну и вот так. То есть с этим нужно, это необходимо будет принять, если вы хотите получить вот на выходе результат по второй позиции. Вам необходимо принять дары и таланты по роду. К чему вас готовят высшие силы? Давайте возьмем руну. К чему же это все? К чему вас готовят высшие силы?
Но вы представляете, и опять Хагалас, внезапная смена планов, новый путь, стихия вам дает силы, энергию на то, чтобы выстроить новый жизненный сценарий. Солнечное затмение – это серьезно. Много огня, рассвет, огонь, Хагалас, огонь. Вам дают солнечную энергию для того, чтобы выстроить жизненный новый сценарий. Ну, энергия очень мощная по Хагалас. Это разрушение старого. То есть такая сила, она действительно разрушит отжившие какие-то паттерны вашей судьбы. Будьте к этому готовы. Это необходимо принять. Вас к этому готовят постепенно. Давайте еще посмотрим через Таро, к чему вас готовят высшие силы. Вторая позиция, кто двоечки, поставьте, кстати, двоечки в чат, потому что мне же важно видеть. Ну, смотрите, у вас меняется судьба. По колесу фортуны у вас начинается благоприятный, очень хороший жизненный виток. Радостная полоса, светлая полоса в вашей жизни. И тоже вам придется переезжать. Может быть, здесь с передвижениями что-то опять связано. И колесо фортуны – это тоже колесо, это переезд. Представляете? Если вы не будете менять свое место жительства, то, по крайней мере, это смена окружения. У вас изменится ваше окружение. И вас к этому готовят. А это значит, что вы будете совершенно с другими людьми общаться, у вас сменится круг интересов, круг ваших знакомых, понимаете? У вас по шестерке мечей будут поставлены такие цели, которые потребуют от вас концентрации именно на этом, понимаете? И вы все, что будет вам мешать, будет мешать достижению этой цели, будете отсекать. По колесу фортуны вас готовят к тому, чтобы вы были готовы к резким переменам, неожиданным. И здесь обязательно будьте в доверии, потому что по колесу фортуны вы должны, это же колесо удачи, колесо судьбы. Судьба поворачивается к вам светлой стороной, будьте готовы принять это. Очень хорошая полоса начинается. Ничего плохого я здесь не вижу, кроме того, что может смениться окружение. Ну и давайте возьмем совет для вас, совет высших сил по Ошу Дзен Таро. Интересно вам? Пишите, пожалуйста, в чате ваши резюме, комментируйте. Я вам буду очень признательна, благодарна. Духовный совет по Ошу Дзен Таро для двоечек. Ну, все понятно. Также без башни. Смотрите, здесь мы выходим, перестаем лгать себе. Вот я вижу, что у вас происходит. Смотрите-ка. Вы приспосабливаетесь. Вы человек, который вот... Сейчас. Угу. Смотрите, вам нужно перестать лгать себе и вводить в заблуждение окружающих. Пожалуйста, по совету станьте собой, откройте свой творческий потенциал, позвольте прошлому уйти от вас, потому что у вас, видите, есть проекции ложные, как бы вы понаделали таких светокопий, которые пора пережигать. Ну, как бы вам это попроще объяснить. Мыслеформы вокруг вас роятся мыслеформы ложные, которые сейчас просто будут пережигаться. Вам станет легче, вам станет легче. То есть по башне, пожалуйста, проходите трансформацию спокойно, выходите в творчество, выходите в императрицу. Выходите в этот третий аркан, в доверие, в замечательную, полноценную женскую энергетику. Императрица – это женщина, которая в семье, как вы знаете, у вас здесь возможно прибавление в семье.
Пожалуйста, то есть проходите трансформацию женского аспекта. Вы на правильном пути, вы в такой точке вот именно перехода, то есть по Дагас, по рассвету у вас сейчас замечательный период, когда вы можете перевернуть песочные часы. Просто-напросто написать новый жизненный сценарий. Вам опять все дают, только отрабатываем род, используем грамотно энергию и готовимся к тому, что род вам даст какую-то силу, какие-то знания вам передаются по роду. Тоже сумейте это принять. И будьте мобильны, то есть если вам реально придется переехать, например, либо ваша работа, ну не знаю, или ваш молодой человек будет далеко жить, вам придется к нему ездить, будьте готовы ездить. Не будьте столь привязаны к дому, если такое за вами водится, как обычно. То есть будьте более мобильными. И в то же время вот энергетика, не торопитесь. Пишите, пожалуйста, ваш комментарий, было ли это понятно, было ли полезно, срезонировало ли это все. И мы готовимся к третьей позиции, мои дорогие друзья. Так, третья позиция, мои дорогие. Подумайте о той ситуации, которую вы хотите прояснить, по пути, к которому вы хотите пойти, да? И мы возьмем сигнификатор этой ситуации. Я посмотрю, в какой точке вы находитесь на своем жизненном пути, какая энергия сейчас вам сопутствует, открыты ли дорожки. Угу. Но вы заряжены по полной, у вас полно энергии для того, чтобы горы просто свернуть. По Урус, смотрите, вы как бы стоите перед дверью, которая вот-вот откроется. Вот-вот откроется. Сейчас мы будем смотреть, что вам нужно осознать перед тем, как эта дверь перед вами откроется. То есть сейчас вы как бы заряжены, полны сил, кипит, да, пар кипит, вот, но пока я не вижу, чтобы вот у вас было поле для реализации, да, вы только хотите этого поля, вы хотите получить, куда же можно вложить эти силы, да. Вот. Но раз силы есть, появятся и возможности. Давайте посмотрим, что вам необходимо осознать. Вы хотите очень резких, очень быстрых перемен. Что необходимо вам осознать? Вот вас придерживают, видите? А вам еще есть над чем работать. Вам необходимо осознать, что то, что вы задумали, это дело не одного дня. Возможно, у вас тут большие, очень амбициозные планы. Осознайте, что по звезде, ну, придется подождать. Придется подождать, но я не вижу здесь, что нужно отказаться. Сейчас расклад покажет. Потому что, понимаете, вы стоите как бы вот перед дверью. И вот вас пока придерживают. Пока придерживают. Давайте по ходу расклада, если возникнут еще вопросы, за что необходимо поблагодарить судьбу, высшие силы, потому что раз у вас сейчас такой подъем, значит, вы в ресурсе, а раз вы в ресурсе, значит, вы правильно живете. Понимаете, в чем все дело? Поэтому, значит, есть за что поблагодарить. Вас вели, вас учили, обучали. Вот здесь вот вы научились преодолевать свою инертность или учитесь.
Вот сейчас вы уже готовы, вы собраны. То есть, смотрите, вы долго, вообще, вы долго запрягали, я вам так скажу. И сейчас хороший такой пинок вам дали, волшебный, да? И вот за этот пинок вы должны поблагодарить судьбу. То есть вас ведут, смотрите, интересно как. Но вам трудно было собраться для этого витка. Вы как-то очень долго были в прострации, вы не знали, что делать. Но даже и этот период не пропал даром. Даже те годы, которые вам кажутся сейчас вашей стагнацией, да, те годы, когда вам кажется, что жизнь текла, почти ничего не происходило, это было внутреннее становление, оно вам было необходимо. Поймите, что теперь у вас есть эти силы, потому что у вас был период, ну, бездействия очень долго, и эти силы вы накапливали для этого рывка. Поблагодарите за этот отдых, который у вас был, и он, ну, вы много осознали, находясь в этом состоянии стагнации. Что нужно отпустить? Давайте мы отпустим прошлое при помощи рун, потому что руны не только открывают порталы, они очень хорошо отсекают все, что нам пора уже оставить в прошлом. Подумайте о своем прошлом, что бы вы хотели отсечь раз и навсегда. И что мы отпускаем, что необходимо отпустить. Да, какого-то человека пора отпустить из вашей жизни. Здесь, возможно, конкретный человек. Что необходимо отпустить. Ожидания. Здесь какие-то ожидания. Буду раскрывать, потому что здесь не все так просто. Да, здесь любовь. Как-то вот идет информация, много лет жизни потрачено на какую-то любовь, которая не привела. Но по рыцарю чаш это не были серьезные отношения на самом деле, даже если вы отдали им много лет. Поэтому здесь, смотрите, отпускаем какого-то человека, человека из прошлого. Да, вот, возможно, этот период вы сейчас, когда вы проводили с ним, вы считаете, может быть, этот период был какой-то достаточно застойный, или вы не знаете, зачем это все вообще было, что я проходила с этим человеком, зачем. Но зато теперь вы перерождаетесь, видите, по УРУС вы становитесь человеком активной жизненной позиции. У вас была какая-то позиция, скорее всего, принятия, просто жертвы, то есть вы как-то неосознанно жили. И этот человек, он как-то к вам прибился, он тоже неосознанный такой по рыцарю чаш, незрелая личность. И у вас много иллюзий было по поводу этого человека. Ну, вот это все мы отпускаем. Доосознавайтесь по этому затмению, все это мы отпускаем. А что же вам необходимо принять в свою жизнь? Что необходимо принять в свою жизнь?
Здесь нужно, смотрите, думайте о своей женской перспективе. Сейчас время мечтать. Сейчас время работать с этой программой, готовить себя выходить из состояния, да, отшельничества. То есть тут много одиноких, возможно, женщин, у которых действительно не сложилось их жизнь. Нужно принять вот этот момент, даже вот одиночество, даже какую-то невостребованность женскую, ее необходимо принять. Это ваш духовный опыт. То есть вас ведут по 9-му аркану, вы взрослели. Вот я вижу, что вы из состояния инфантилизма, понимаете, вы сейчас возрастаете. Примите то, что вы жили в иллюзиях, примите то, что вы были очень наивны. И сейчас вы гораздо более реалистичны и практичны по королеве Пентаклей. Давайте еще посмотрим, что вам необходимо принять. 3-я позиция получилась такая сложная, ну как бы. Что вам необходимо принять? Ну вот видите, терпение, набраться терпения. Вас притормаживают. Вам очень хочется быстрых перемен. А вам говорят, прорабатывайте женский аспект. Женский аспект – это уметь быть в процессе, а вы хотите результат. Результат хотят мужчины, а женщины, они наслаждаются процессом. Будьте счастливы вот в том моменте, в котором вы находитесь сейчас. Наслаждайтесь процессом. Уберите лишние мысли из головы, живите женской программой, женским аспектом. А то у вас получается, сначала вы были инфантильны, потом вам все это надоело, в вас поднялась, воспряла какая-то сила, сила желания что-то менять, но такая мужская сила. Вот, а вам говорят, все, ты прошла свой экзамен, ты повзрослела, теперь восстановись, наберись терпения, и все будет хорошо. То есть по королеве Пентаклей вас готовят, конечно, к принятию какой-то новой женской судьбы. Но сейчас мы еще посмотрим, к чему вас готовят, кстати, высшие силы по 3-й позиции. Здесь вот просто духовный опыт вы получили очень серьезный. Прорабатываете в себе, что необходимо принять. Тут даже у кого-то беременность может быть. В прямом смысле этого слова. К чему вас готовят высшие силы? Тут все говорит о том, что Исса, концентрация сил в период замирания. У вас идет внутреннее перерождение, вас притормаживают, вы проходите процесс трансформации очень глубокий. Здесь вот я готова помогать 3-й позиции. Если нужна помощь, пишите, потому что сложно жить в состоянии Исса. Вас только готовят пройти через точку нуля. Вот если 1-я, 2-я позиция, они уже вот на выходе, они уже пошли, да, то 3-я позиция, вы только подходите, у вас, знаете, все сжимается, и нарастает вот этот внутренний бунт, с одной стороны, несогласие, непринятие ситуации, с другой стороны, вас будут еще дальше притормаживать и зажимать. На вас такие виды имеет пространство, вот, то есть вы должны пройти свой канал перехода. К чему вас готовят? Давайте еще пару карт. Вам еще рано осуществлять задуманное. У вас еще идет пока перерождение женского аспекта. По звезде, кстати, тоже. Здесь трансформация женского аспекта на ментальном уровне, на уровне мыслей, того, как вы мыслите. К чему вас готовят? Ну, смотрите, у вас полное обнуление, то, что я вам и сказала. И у вас король на пороге. У вас любовь, вас готовят к принятию любви. Вы ее должны будете принять, и вы сможете ее оценить, только пройдя
вот этот кризис трансформации. Я вас поздравляю, у вас на пороге новая любовь. Так что вам грех жаловаться, третья позиция. Напишите, пожалуйста, в чате, готовы ли вы принять прекрасного короля жезлов с его любовью. Духовный совет для вас, духовный совет по третьей позиции. Ну, исцеляемся. Есть очень много программ, которые необходимо исцелять. Смотрите, не торопимся что-либо прояснить. Вы сейчас находитесь в тумане в таком, то есть вам непонятно вообще, вам нужно побыть в изоляции. Вам нужно какое-то время побыть в изоляции и свой пыл немножечко притушить. У вас все прояснится, дайте срок. Я не могу вам сейчас говорить о сроках, это только на индивидуальной консультации, но непосредственно по затмению решается вопрос вашей женской доли, вашей женской судьбы. К вам идет король, и я не вижу здесь сейчас, я далеко не просматриваю, но с большой любовью это связано. Понимаете? И вам нужно просто исцеляться. У вас какая-то драма, вы замкнулись, вас как-то перемкнуло. Вы вот по урус, ну такая не женская у вас энергетика, какое-то вот, знаете, скрежетание прямо зубов у вас сейчас происходит. Здесь все говорит о том, что у вас ждет успех в любви. У вас все будет хорошо, но не сейчас, потом. Не спрашивайте меня, когда потом, сколько ждать. Здесь самое главное не ждать. Вам рекомендуют отпустить эту ситуацию. Видите? Отпустите все, придет проясниться, вся ситуация прояснится. Самое главное, что на вас есть план. Работайте, пожалуйста, по закрыванию прошлого. Вам надо еще какого-то человека из прошлого отпустить. То есть думать о будущей любви вам пока не стоит. Вам надо закрывать гештальты прошлого. Благодарю вас за внимание. Напишите, была ли полезна третья позиция. Надеюсь, что хотя бы какая-то из этих позиций срезонировала. И мы понимаем, что стопроцентно общие расклады не работают, да, но может быть, что-то все-таки вам помогло и срезонировало, и вы как-то внутри себя поняли, доосознались, да, дораскрылись. Я буду очень признательна. Я вам хочу сказать, что открыта запись на рождественские гадания, да, у нас будет возможность погадать на крещение, но, как вам сказать, я вообще не занимаюсь гаданиями, предсказаниями, но здесь вот в виде исключения меня просят иногда, вот посмотрите прогноз, да, какой-то, предскажите судьбу. В эти дни можно это делать. Это такой исключительный случай, когда я это делаю, вот, но вообще я за то, чтобы люди моделировали свое будущее, осознанно относились к нему, да, и брали на себя ответственность. Но в виде исключения, если вы хотите прогностику получить, сейчас пойдет очень хороший период для этого. Можно посмотреть и будущее в том числе. Еще я вам хочу сказать, что мы едем в Европу на 8 марта, и я вас приглашаю. Вся информация под этим видео. Давайте поедем. У нас собирается очень дружная, веселая компания. Я уже знаю даже, кто приблизительно будет. Более подробную информацию обязательно сообщу на днях. Ну а сейчас всем вам желаю трансформационного такого солнечного затмения. Постараюсь, если для вас это важно и необходимо, выйти с медитацией. Постараюсь, но очень много индивидуальных консультаций. Если нужно, пишите в чате. Если желаете, записывайтесь также индивидуально. Пока могу, еще беру. Сейчас очень-очень много людей, так как
вы понимаете, да, время сжимается, год заканчивается, люди понимают, что идут трансформации, даже никого подгонять не надо. Благодарю вас, родные мои, благодарю вас всех, люблю, целую. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч, мои родные. Пока-пока.